Если человек всю жизнь хронически болеет болячками ОРВИ, с какими корневыми причинами это может быть связано? Что нужно сделать по идеал-методу, чтобы избавиться от них? В первую очередь необходимо осознать генетическую предысторию. У одного человека она может быть одна, у другого другая, у третьего третья. Поэтому это, знаете, как прийти в аптеку и сказать: у меня там это сопли, дайте мне таблетку. Из-за чего сопли? То есть там они могут быть из-за чего угодно. Вот, поэтому для того, чтобы знать, какую конкретно таблетку ментальную давать, для этого необходимо точно знать как бы хронологию этой болезни, ну, которая на самом деле не болезнь, а ложь, скажем так, в ментальной генетике. Поведение — это именно ложь, в которую человек верит. Поэтому нужно осознавать генетическую предысторию, какие были предки, какие у них были события, какие они опыты пережили, как они их интерпретировали, как это повлияло на их жизнь. В итоге, чтобы когда ты осознаешь эту генетическую предысторию, тогда ты понимаешь четкие координаты, куда бомбить. Не всю планету бомбишь, а конкретные четкие координаты там с точностью до миллиметров. Где конкретно причина? Вот после этого, это первый, без которого вообще бессмысленны эти все принципы. Только после этого, когда ты знаешь координаты, тогда ты там видишь, какие принципы нарушены. Тогда ты видишь, какие там принципы ментальной физики нарушены, где предки не осознавали какого-то этого закона, который просто во всей вселенной работает. Они думали, что у них конкретно работает по-другому. Они вообще не знали этого всего, и откуда они могли это узнать. Вот. И тогда можно понять, какие конкретно законы нарушены. Только после этого можно разоблачить ложь и заменить ее на истину. И вот это универсальный ответ для всех вопросов, которые для любой проблемы, которая есть. Но я отвечу, скажем так, чтобы для того, чтобы показать какие-то общие, наиболее популярные причины, которые могут быть. Ну вот, например, хронически болеют болячками ОРВИ. Очень часто люди болеют, потому что у них есть записанная такой паттерн: если болею, то получаю любовь. То есть в детстве, когда болеет маленький там ребенок, вдруг все активизируются, начинают его любить, ухаживать за ним, там чаек ему принесут, погладят по голове и так далее и тому подобное. И тогда у человека вырабатывается паттерн: болезнь равно любовь. И тогда для того, ну вот конкретно если в этом причина, тогда для того, чтобы человек избавился от хронических болячек, для этого необходимо перестать за ним ухаживать. Почему? Потому что разрывается вот этот принцип: болею, получаю любовь. Если он болеет, а не получает любовь, вдруг эта система перестает работать, и болеть перестает быть выгодно. И человеку перестает быть выгодно, становится выгодно быть здоровым. Ну, например, как это у детей проявляется. Мы просто это, когда осознали с женой этот принцип на семинарах, то вот обычно, когда дети болели, это все, это, короче, там, телефон, смотришь, там, мультики, там, чайки, все дела. Сейчас, если дети болеют, то, значит, у них забирается мобилка. Дети знают, что если заболел, то мультиков нету, игр нету, значит, игрушек нету, нужно сидеть, короче, фигней страдать, очень скучно болеть становится. И нужно продолжать так же само делать свои обязанности, там, накрывать на стол, убирать со стола, там, все вот эти там, мусор собирать. Все остается, только жизнь становится хуже. Все вкуснятины убираются, никаких там сладостей. Все, короче, максимально невкусное, максимально, значит, уколы, это вообще самая великолепная тема. Вместо вот этих вот сладеньких лекарств, уколы великолепнейшим образом работают. Вот дочке как один раз укол поставили, теперь ей только достаточно вспомнить про этот укол, и сразу же выздоравливает. Вот. И теперь там
Я там провожу консультацию, дочка приходит, папа, можно мобилку? Я говорю, ну, вот дыхни она. Ну, и там слышно сопли. Я говорю, не, у тебя сопли нельзя. Приходит через там час. Папа, у меня уже нету соплей. Ну, дыхни она. О, теперь можно. На мобилку иди. Работает только так. Потому что вот эти вот подсознательные паттерны, они управляют всем, в том числе и телом. Если болеть выгодно, если болеть означает получить любовь, значит тогда вся система работает на то, чтобы сделать организм больным. Мозг же этим всем управляет, он может сделать все и здоровое, и больное, и уничтожать клетки, и создавать их. Поэтому, но это опять я сказал, это один из очень популярных принципов, но он может к вам не иметь никакого отношения. Нужно именно знать вашу генетическую предысторию. Близкие меня съедят заживо, если я таким образом начну менять паттерны. Ну, есть и такой вариант. Тут нужно ваши индивидуальные моменты разобрать. Кто хочет найти свое предназначение или объединить предназначение и рост дохода, чтобы вам рост дохода давался легко, в описании к этому видео есть, я для вас записал с большой любовью, вдохновением видео, в котором раскрыл 3 мощнейших осознания, как объединить любимое дело и высокий доход. Там я любовью своей все окутал и там фотографии свои личные добавил нашей семьи, истории рассказал интересные, чтобы это все было красиво и интересно. Можете заходить по этой ссылочке, сейчас эфир закончится, там в комментарии к этому видео и в описании к этому видео есть ссылочка на этот бесплатный мастер-класс.